На третий день нашего пребывания в Бурсе, выглянувши с утра в окно, я увидел солнечную погоду и отсутствие снега. Это было знамение, что таки надо прорываться в Улудах. Поэтому мы направляемся в национальный парк с таким же названием Улудах. Отделяет его от нас 25 километров мною горячо любимого серпантина. Вот цены. Пешком зайти 7 человек, 21 лира с автомобиля. Так, ну что, полиция заставляет одевать всех цепи, поэтому Данил вот сейчас планирует одеваться. И вот стоит полицейский и рассказывает, что обязательно нужно найти цепи или зимнюю резину. Вот. Уже просто профессионал в одевании цепей Данил. Он уже так мастерски быстро это делает, что я прям удивляюсь, насколько человек способен быстро научиться, когда хочется кататься. Вот такие жители ходят. Да, собака, Халюся, я красивая. Ой. Бас наколедовал мандаринку, его девочки угостили турецкий. Сидит, поедает. Довольный и счастливый, да? Вкусно? Сладкие. Класс. Дорога на Улудах, как и на прошлых двух курортах, выглядела, конечно, потрясающе. Выезжаем мы из солнечной весны и заезжаем в зимнюю сказку. Елки, сосны, все как я люблю. Но если подобные дороги вас не впечатляют, у вас есть шанс прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге Бурса-Телеферик, которая проходит от центра Бурсы до курорта Улудах. Интересно, но не дешево. Если вы турист, дорога туда-назад обойдется вам в 124 лиры с человека. Ну, похоже, что приехали. И вот, уже не знаю с какой попытки, с четвертой, наверное, таки мы попали на Улудах. Дорогу почистили, доехали нормально. Ну вот, как бы панорамка неплохая. Припарковались, 20 лир стоит парковка на день. Сейчас будем идти искать подъемники. Национальный парк Улудах считается самым посещаемым местом отдыха Стамбула, Бурсы и их окрестностей. Здесь куча организованных пикник-площадок, зон барбекю и всего подобного. Летом здесь заседает куча турков. Как горнолыжный курорт, турки его не любят, так как он дорогой. И посещают его в основном жители Азии, а турки используют просто как курорт выходного дня. По моему личному мнению, турки просто не были в Буковеле и поэтому не знают, что такое дорогой курорт. Что касательно инфраструктуры. В 2021 году на курорте было 15 бугельных подъемников, 9 кресельных подъемников. Трасс на сайте обозначалось 32. На мой взгляд, наверное, их было даже больше. Цены на скипас оглашу в гривнах. Абонемент на 3 дня для взрослого стоит 1850 гривен, для ребенка 1320. Есть вариант купить 50 подъемов за 2360 гривен. Есть еще варианты в виде семейного скипаса, то есть на маму, папу и ребенка. Тогда ценник упадет где-то на 10-15%. Плюс 8% можно получить, если забронировать и распечатать самому скипас. Итак, наконец-то мы на подъемнике. Вот горка, Вика радуется. Как это ни странно звучит, но на первом подъеме мы встали раньше, чем нужно. Вот эта конструкция слева, это промежуточная станция, с которой можно слезть. Я сразу и не заметил, что подъемник едет дальше. Все трассы были засыпаны свежим снегом, вокруг стояли потрясающие елки. И мы, як с голодного краю, решили катать, катать и катать. Мы и до низа не успели спуститься, как обнаружился первый нюанс. Прискорбная фишка только что получилась. Первый же наш съезд. Уехали чуть левее, потому что увидели там кресенку. Спустились к ее началу. И нам сообщили, что общий скипас здесь не канает. И это креселка только одного отеля. И катаются там люди, которые там живут. Вот так вот. Прям драгобратом запахло. Ну ничего, идем пешком. Возможно. Вот я должен был увидеть это и все понять. Но турки даже по-английски не захотели написать. Поэтому
Надеюсь, тут такого добра немного. Данная трасса ратрачилась почему-то только посредине, поэтому по краям возле елок было много пухлого снега. Давно я передний кант не ловил. Погода радовала и прямо-таки кричала: «Катайся, катайся, пока я тебе это даю». Поэтому после третьего спуска на первой креселке мы начали смотреть, как бы переехать на другие зоны катания. Это оказалось несложно. Везде стоят маркировки на трассах и дощечки с направлением переезда, где, как, на какую зону попасть. В нашей следующей зоне было 2 креселки и ни одного бугеля, что несомненно радовало. Кабинки проходят очень близко к елкам, и Вика постоянно сбивала с них снег палками. На вершине горы есть кафешка. Подъемник заводит людей прямо сюда. Тоже как-то не встречалось мне такого. Данное кафе является самым высокогорным кафе на курорте. Оно находится на высоте 2543 метра. То есть, как вы понимаете, автоматически дешевым оно быть не может. Но так как меню было на улице, я решил изучить, на какие же цены жалуются турки. Адаптирую в гривнах. Булочка с грильными кёфте или суджуком с салатом стоит 120 гривен. Стейк из ягнятины 320. Гамбургер 130, картошка 60, чай 32 гривны. То есть туркам надо в Буковель, чтобы полюбить улудах. И нам тоже пора домой ужинать. В общем, турецкий фастфуд. Я вам скажу, если бы у нас были такие фастфуды, я бы, короче, и дома не ел бы. Абсолютно нормальная турецкая еда. Просто того, что к ней добавляют колу. Готовят тут, вон сразу печь, короче, все дела. И сладкое, и салаты, и первое, и второе. Ну, типа пузата хата, только по-турецки. Проснувшись с утра, мы поднялись и быстро унеслись в Улудах, потому что сегодня был наш последний день в Турции. На улице была прекрасная погода, светило солнышко, и поэтому мы ехали немножко дольше, чем обычно, для того, чтобы поснимать виды. Виды были вот такие. Благодаря тому, что солнце подтопило снег, дорога была чистая, цепи одевать нам не пришлось, чему я был несказанно рад. Ведь хоть я имел уже определенный в этом опыт, но все равно это довольно-таки тяжело и руки все поцарапаны. Сегодня последний день нашего катания, и погода решила сжалиться. Поэтому мы сегодня получаем практически стопроцентную видимость. Хоть посмотрим на этот курорт. Вот лыжники, трудяги, идут в гору, пыхтят. А я им говорил, надо переходить на светлую сторону, на борды. Они легкие. Вот такой вот вид. Со всей ответственностью скажу, это даже круче, чем в драке. Сегодня погода дала рассмотреть, как выглядит крайняя правая вершина Улудага. Вчера я даже этой кафешки не видел. Немного поигравшись с дымом для фотосессий, мы решили, что надо переезжать на те зоны катания, где мы не были вчера. Тем более, что сегодня было прекрасно видно направление переезда, поэтому мы добрались с первого раза. Данная зона катания, по-моему, она называлась зона D, радикально отличалась от тех 2 зон, в которых мы были ранее. Здесь рельеф был приблизительно как в Гудаури, то есть одна сплошная трасса. По всему холму можно было ездить слева направо, справа налево и так далее. После традиционного спуска с флагом, который катается с нами по всем курортам с 2013 года, мы спустились к новым подъемникам. Да, это, как говорится, был мой любимый размер, скоростной Лейтнер с подогревом сидений и защитной крышкой, в простонародье называемой хлебницей. Ну а по сравнению с креселкой в зоне А, откуда мы начали наше знакомство с Улудагом, это были, наверное, вообще космические технологии, потому что на той креселке, наверное, еще мой дедушка катался. Она была старше, чем вершина Карпат, Драгобрате, чем Гимба в Пилипце.
Да я вообще никогда не видел такой креселки, чтобы поролон, который находится на сиденьях, был полностью счесан до металла. С другой стороны, может быть, она попадает под защиту ЮНЕСКО, и поэтому как античность турки ее не меняют. Ну а тут я немножко неправильно свернул, и для выезда на трассу пришлось ехать вне трассы. Ну а Илюхе пришлось ехать за мной. Но сказал, что ему понравилось. Тут было много таких интересных участков, потому что посетители курорта внетрассовое катание здесь не ценят. Настоящие горные собаки. Турецкие боги определенно жалились над нами. Погодка. И бомжи едят. Да, виды, конечно, радовали. Одно только немножко омрачало. Вот эти вот бугеля справа, которые говорили о том, что для того, чтобы вернуться на нашу предыдущую зону, нам придется ими воспользоваться. Но это будет потом. А сейчас меня ждал новенький Лейтнер, еще и с дополнительно светофильтрами на хлебнице. Да, турки, конечно, балуют. На украинских подъемниках ездить не хочется. А здесь наша мама изъявила желание выехать попробовать за трассу. А? Мама боится, ей можно. Тихо. А вот Вика, Вика фрирайдит. О, Вика фрирайдит. Вике, конечно, было страшно, но она, видать, решила, что в последний день можно и рискнуть. Так как с экрана телевизора это всегда выглядело красиво и заманчиво. Сообщите нам свои ощущения от вашего первого фрирайда. Страшно, но интересно. Итак, на этой тривиальной ноте заканчивается наше путешествие. Что можно сказать? Снег мы таки нашли, не так много, как хотелось бы, но все-таки что-то есть. Все равно, по большому счету, не могу вспомнить, было ли когда-нибудь у меня путешествие настолько длинным и разнообразным. Мы были в 4 городах, увидели кучу достопримечательностей, посетили 3 курорта, наездили на машине 970 километров. Съели кучу вкусной еды и купили кучу обуви. Что еще нужно для хорошего отдыха? Мы остались довольны. Спасибо за внимание тем, кто был с нами.